Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию диагностику на наличие возможного негативного влияния. Это общая диагностика негативных влияний, и я бы вам рекомендовал ее проводить в случае, если вы не делали индивидуальную чистку, именно вот не общую, где вы смотрите где-то, да, или у кого-то, а вот именно индивидуальную. Поэтому, если вы давно уже не проверялись и не делали перед нею, перед этой диагностикой чистку, то добро пожаловать, можно попробовать. Значит, настройтесь на себя, на свою ситуацию в жизни, на свои потоки, на свои энергетики. И смотрите, сейчас у нас будет 3 варианта. То есть можно интуитивно загадать просто номер расклада. Можно привязаться к одной из трех колод, то есть 3 разных инструмента. Можно зацепиться за знак зодиака, можно зацепиться за знак зодиака и любой вариант и так далее. То есть знаки зодиака будут по 4 знака. Давайте, допустим, 4 знака зодиака на каждую по 4, да, 3 × 4 – 12. Вот я их перемешал. Какие знаки зодиака я буду открывать непосредственно перед раскладом. Поэтому можно и по знаку зодиака, и по случайному номеру. Если у вас случайный номер совпадает со знаком зодиака, это уже бинго, да. А если случайный номер совпадает с колодой и со знаком зодиака, это тройное бинго, да, то есть значит, диагностика достаточно для вас, да, и достаточно высока точность. Будем делать почакровый расклад. Настройтесь, расклад номер 1. Расклад номер 1. И колоду я тоже буду случайным образом выбирать. По порядку будут разные колоды, нити. Соответственно, чакровые карты у нас Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара. Я выбачаюсь. Итак, давайте смотреть расклад номер 1, диагностика номер 1. Давайте я возьму вот эту, третью, да. И диагностика актуальна для знаков зодиака Водолей, для знаков зодиака Стрелец, для Овнов, это Козероги, я извиняюсь, для Козерогов, и Козероги и Скорпионы. Еще раз, Водолей, Стрелец, Козерог и Скорпион. Оракул Летайн будем работать сегодня. Итак, первое, смотрите, тут ноги на ногах, обращайте внимание, есть ли боли в ногах, именно в ступнях. Может быть варикозы, если, да, вдруг полезли вены. И смотрите, если крутят ступни, боли, и эта карта, она о прошлом. То есть, если вы знаете, что не сейчас что-то возникло, а что-то давно в прошлом, то это первый знак. То есть акцент внимания на ноги, и ноги у вас в ногах так и находятся. Хотя я бы сказал так, что ноги здесь вас беспокоить будут вряд ли. Почему? Потому что они на своем месте. Дальше волосы. Смотрите, если вдруг у вас волосы имеют проблемы, выпадают, сыпятся, да, или там ломки, или там еще что-то с волосами, но у вас чакра номер 2. А чакра номер 2 – это мочеполовая система, плюс они связаны с гормонами. Поэтому если у вас с щитовидкой все ок, тогда это может быть магическое влияние. Если с щитовидкой не все ок, тогда это прежде всего щитовидка. И смотрите, я не делаю диагностику здоровья здесь. Я делаю диагностику здоровья в связи с возможным негативным влиянием. Поэтому смотрите, если волосы хрупкие и проблемные, тоже может быть знаком. Да? Дальше, нервная система у вас в чакре воля. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваши нервы
и ваша воля, они как-то пересекаются. Соответственно, возможно, у вас не хватает нервов, ну, на все, да, чтобы контролировать нервную систему. А может быть, просто вы держите все на нервах, все переживаете в глубине себя. Такое тоже может быть. Ну и, допустим, у вас энергетика на вас идет плохая, вы переживаете, но виду не подаете. Дальше на сердце что? На сердце у вас в голове. Вы знаете, что у вас на сердце, вы знаете, кто у вас на сердце, вы думаете об этом человеке. Вы, скорее всего, знаете, что за проблема у вас. И, скорее всего, знаете, что у вас с сердцем. Есть проблема или нет. Если здесь проблема с сердцем, скорее есть, чем нет. Но она также связана и с нервами, и с головой. То есть сердце с головой у вас завязаны. То есть у вас вот эта чакра, номер 4, завязана под вот эти две карты. Дальше идем. Вишудха. Вишудха у нас кости. Но такое. Могут быть гормональные скачки, нестабильность гормональная. Обратите внимание, особенно в паре с этой картой. Ну, это может быть. Далее. Чакра номер 6, мочеполовая. Смотрите, у нас мочеполовая, по сути, поменялась местами с волосами, да, или с головой. Вот так в идеале должно было бы быть, да, а не вот так. А так они симметрично выпадают. Что за карта съезжает, зеркало и сплетники, ладно. Это о чем говорит? Это о том говорит, что, возможно, вы тоже знаете причины, есть ли у вас проблемы с головой и с мочеполовой, и есть ли у вас проблемы с гормонами. Ну и последняя карта. Легкие. Ну, здесь могут быть головные боли, головокружение, могут быть скачки настроения, может быть такое, что панические атаки, может быть задыхаетесь, кажется, да, вот такое, вот такие симптомы, как будто бы что-то связано с дыханием. Но дыхание, оно здесь связано вообще с сахасрарой, да, это о чем? Это о том, что есть некая свобода и несвобода, и, возможно, есть какие-то зависимости, созависимости, связи с высшими силами, с низшими силами, с темными, со светлыми, но проявляться на физическом уровне оно будет через дыхание и через головокружение. Но учитывая то, что у вас нервная система, голова, мозг и дыхание связаны, то это проблемы или вопросы с легкими, с дыханием, с кислородом в крови и с головокружениями, может быть головными болями, мигренями. Итак, смотрим возможные негативные влияния. Мы сегодня не будем очень глубоко, так поверхностно посмотрим, но это достаточно глубокий расклад. Итак, давайте смотреть. Первая карта. Ну, здесь смотрите, что может здесь преследовать. Здесь может преследовать ушедший человек, особенно муж, если вдруг. То есть источником негатива может быть уход мужа из жизни. Источником негатива может быть также вдова, причем уже давно. И кто эта вдова? Ваша соперница, ваша бабушка, ваша мама или ваша знакомая. Здесь есть вдова, скорее всего. Есть обида, человек, который, возможно, обиделся на вас. Это может быть в том числе человек, ваш партнер, да, интимный партнер. Может быть, это ваш ребенок, ну или ваши родители тоже в том числе. Карты красные, поэтому они имеют такой подтекст негативный, но могут и не являться негативом. Смотрим дальше. Здесь есть на воле и на нервной системе сюжет романтики, поэтому когда-то эти отношения или ситуация с негативом связанная заставляла вас быть в романтической связи какой-то, да? Ну и, может быть, и романтическая связь заставляла вас понервничать именно, да, попереживать. Но здесь есть паразит, и он у вас, кстати, связан прямо с головой. Поэтому это могут быть ментальные паразиты, и
Ну, это ментальные негативные связи и, ну, какие-то, может быть, душевные негативные связи, воспоминания, обиды в том числе, здесь они есть, связанные с отношениями, в том числе с родителями и детьми. На костях у вас выпадает корона. Основой вашего конфликта или вашего негатива может быть игра, случай, власть, судьба и мужчина. Есть пики, и видом негатива может являться иглы, вуду, гвозди, пики, ножи. Могут быть проблемы в отношениях и могут быть проблемы именно вот на разрыв отношений, на порчу, на союзы, да, порча на любовные какие-то, на интим. И, может быть, даже порча на уход человека из жизни. Может быть, тут такое. Ну и последняя карта. Но вы об этом, скорее всего, знаете, а отпустить это не можете. Последняя карта на уровне Сахасрары, дыхания. Ну и тут Дон Жуан, здесь мужчина. Негативы, скорее всего, связаны у вас с отношениями между мужчиной и женщиной. Они, скорее всего, идут из прошлого. Вид негатива. Все, что колющее, режущее, в том числе порезки, разрывы, ну и все, что связано с иглами, ножами, гвоздями и так далее. Есть что-то в обиде, воспоминании, скорее всего, источник женщина, а причина мужчина. Вот такого вида негативные воздействия, в том числе астральные подключки. И самая страдающая у вас чакра, это чакра номер 6, голова, а здесь головных карт аж 2. И чакра номер 4, сердце, но вы об этом и так знаете, как бы, или чувствуете это, да, у вас здесь прямо паразит. Кстати, рекомендую прогнать не только энергетических паразитов, но и физических, механических, ну, обычных, да. Потому что паразит есть, и он где-то в среднем мире у вас находится. То есть он как бы между высшим миром и материальным, то есть может быть и там, и там. Здесь, что касается этого расклада, он достаточно негативный. Я бы вам рекомендовал прислушаться к тому, что я говорю, и, возможно, себя посмотреть отдельно. Вот в этом раскладе я бы рекомендовал смотреть отдельно. Следующие карты у нас, вот эти карты здоровья, они повторяться не будут. То есть вот эти карты, они не повторятся уже. Поэтому мы их убираем сегодня. И настраивайтесь на расклад номер 2. Так. Не будем разбрасывать карты, да? Итак, друзья, расклад номер 2. Да, что ж сегодня такое прыгающее все. Давайте, я их уже перетасовал хорошенечко. В этой колоде есть аркан, или карта череп. Вот если выпадет кому-то череп, то будьте осторожны, внимательны. Это карта угрожающая именно. Ну, я ее, если она выпадет, я покажу. Итак, 7 карт, 7 чакр. Ну, давайте вот этот пойдет, да. Расклад номер 2 особенно актуален для таких знаков зодиака, как рыбы, весы, девы, ну и овны. Это овен. Козероги уже были. Итак, друзья, давайте смотреть, что в первой чакре. Ну, здесь прямо разум или мозг. Поэтому смотрите, внутричерепное давление, глазное давление, головные боли, когнитивные функции, все, что связано с мышлением, думанием, но, возможно, негативные мысли. Учитывая то, что у вас эта карта лежит прямо внизу, это может говорить о том, что ваша нижняя энергия
вверху, а верхняя энергия внизу. Это называется перевернутый кокон, если что. Дальше. Печень, на уровне печени, но смотрите, обращайте внимание на те узлы, на которые я говорю, на печенку, обращайте внимание на голову, и особенно на печенку, если кто-то злится на вас или вы на кого-то злитесь. Если вы на кого-то злитесь или кто-то на вас злится, вы, скорее всего, знаете этого человека, скорее знаете, чем не знаете, это, скорее всего, партнер по интиму или конкурент по интиму, вот здесь. Дальше идет колено. С кем-то вы не можете договориться, под кого-то приспособиться, ну и может быть, кто-то не уважает вас, может быть, кто-то преследует вас, может быть, кто-то желает вам недобра. То есть, как подставляет ногу, подножки ставит, да, то есть, может быть, спотыкаетесь, обратите внимание на вашу ходьбу, походку, на суставы, в том числе, особенно коленные. Дальше идет рука или запястье, тут вы, скорее всего, знаете этого человека, и негатив связан с человеком, которого вы знаете, или это ваш партнер, или это ваш человек, который прикасался к вам, или, может, хочет прикоснуться, или, может быть, ваш враг, но вы его скорее знаете. Дальше губы. Здесь выпадают, и губы у нас на 6-й чакре, вы с этим человеком, скорее всего, общаетесь. Обращайте внимание на губы, как вы кусаете губы, есть ли какие-то высыпания на губах, простудные, герпетические, да. То есть могут быть проблемы именно вербального характера, вербальный конфликт, или, может быть, в отношениях. Все-таки здесь больше ближе об людях, которых мы знаем. Лицо. Вы, скорее всего, знаете, из-за кого этот негатив, знаете человека в лицо и, может быть, даже знаете в лицо своего недоброжелателя. Также обратите внимание на лицо и губы. То есть, если у вас есть какие-то вопросы к лицу и губам, тоже. Ну и последнее. Ну и ухо. Может быть, вы слышите какие-то голоса, какие-то звуки. Может быть, голоса не сторонние, а внутренние. Но это может свидетельствовать о разного рода расстройствах энергетических, в том числе и психических. Но здесь, скорее всего, вы просто очень в каком-то тесном контакте с человеком, из-за которого идет негатив, или от которого идет негатив. То есть вы его либо видите, слышите, либо знаете, либо это другой человек, от него идет негатив, а вокруг еще одного человека крутится что-то, да. Поэтому давайте так скажу. Есть какая-то агрессия, нетерпимость, есть какие-то подставки, есть какие-то контакты, проблемы с лицом, губами, ушами, и есть какое-то неадекватное восприятие реальности. Возможно, вы слышите не то, что нужно, или осознаете не так, как надо то, что слышите, или не понимаете то, что слышите. Давайте посмотрим, что с головой, что с печенью. Сейчас мы смотрим негативные влияния, какие они могут быть. Так, давайте начнем с первой. Здесь сразу жаба, да, и здесь проблемы с кожей. Жаба обычно может быть свидетельствовать о проблемах с финансовым каналом, со здоровьем, с внешностью, с внешней красотой. Цвет лица и качество кожи. Цвет кожи и качество кожи, да. Безденежье, вот они, финансовые проблемы. Как минимум у вас будет страдать финансовый канал, производительность, в том числе и, возможно, какие-то проблемы с рождением могут быть здесь. Здесь это все, смотрите, это общий расклад, это общая диагностика. Просто прислушивайтесь, есть у вас это или нет. И финансовые проблемы, например, трудно устроиться на работу и так далее, или самореализоваться. Есть закрытие дорог, тупики,
и, ну, как будто бы вам подставляют колено, как будто бы вы падаете, да. То есть вы идете к цели, не достигаете ее, не доходите до цели, ну, или сталкиваетесь с серьезными трудностями на пути к цели, да, то есть вам как будто перекрывают дорогу. Есть в центре дьявол. Дьявол торкается вас, да, прикасается к вам, и, возможно, вы имеете прямо контакт с дьяволом или имели контакт с дьяволом из-за человека или от человека. То есть, если это магия, то это магия темная. И это магия нехорошая, которая как минимум дает вам застревать в негативных ситуациях без денег, но и с проблемами на сердце как минимум, на воле как минимум. Есть развал. Возможно, это развал отношений, развал семьи, ну и развал отношений с близким человеком и детьми в том числе. Здесь. Дальше идет сила. Ну, хоть вы и сильный человек, но и развал у вас сильный, то есть у вас серьезные проблемы. Ну и последняя — корабль. Здесь еще участвуют не только отношения, но и бизнес. Поэтому бизнес с отношениями или бизнес без отношений. Отношения мужчина-женщина. Ну и вы как будто бы не слышите спокойствия, а слышите шум тревоги. Ну и вы не слышите, может быть, мужчину, не слышите силы, не слышите звуков силы. И влияние у вас идет по дьяволу, которое как минимум вот этими 4, даже 5 картами вредит вам. Что у вас? Развал бизнеса и отношений. Дьявол на сердце — это долги, безденежье. Тупик, нет самореализации и недостижения цели. Безденежье, проблемы с финансовым каналом. И жаба, проблемы с производительностью, кожей, внешностью. Ну и, может быть, даже вы быстро стареете или вид у вас меняется. То есть вы выглядели здорово, да, смотрите в зеркало и чувствуете, что проблема. Ну, здесь тоже рекомендую, как и в первом случае, сделать экстренную диагностику личности себя, то есть проверить себя. Дьявол прямо в центре и прям не очень хорошие карты вокруг. Мы же движемся дальше с вами, друзья. Так, давайте смотреть дальше. Ну и последний расклад, диагностика. Давайте посмотрим. Так, что у нас? Естественно, это будут знаки зодиака методом исключения. Я уже, конечно же, не скажу, не помню, какие тут были. Давайте не будем гадать. Это рак. Расклад для рака. Расклад для тельца. Расклад для льва, ну и расклады для близнецов. Друзья, настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свою энергетику, на обстоятельства, которые вас окружают. Семь карт, 7 чакр. Это мы смотрим узлы здоровья вашего. Вот так. Начнем с первой. Ну, смотрите, опять иммунитет, он обычно где-то должен быть ближе к верху, да, но он в самом низу. У вас иммунитет может страдать, если проблемы с аллергиями и с иммунитетом, часто болеете, задумайтесь. Дальше могут быть проблемы со спиной, нейралгия, невралгия. Ну и проблема с грыжами. Проблемы с грыжами позвоночника и мышечные грыжи. Локоть обычно по воле, но это либо кто-то вас поддерживает, либо не поддерживает. Тут уже смотрите по ситуации. И вот он, череп. То, что я говорил вам перед вторым раскладом, в этой колоде есть карта, которая говорит о проблемах. Warning, danger, protection, change, wisdom, ну, то есть перемены, мудрость, какие-то странности, необычные события. То есть это карта предупреждающая, то есть есть какая-то опасность.
и она у вас на сердце, она может быть связана и с сердцем, и с кровью, и с давлением, и с отношениями, и даже с душой, да, вашим душевным состоянием. Поэтому будьте осторожны, этот расклад, он вам кричит: будь внимателен и осторожен. Есть какие-то проблемы энергетического характера. Я даже не выкладывая этих карт говорю: лучше проверь себя индивидуально. Дальше идет, это, как бы тазобедренный сустав, да, тазобедренный сустав, но это каркас, это ваша целостность. По сути, ваша целостность под опасностью какой-то, да. Есть кровь, но больше это кровь, больше, чем сердце, это именно кровь, но у вас именно то, что качает кровь, на нем череп, да, то есть, по сути, на сердце проблема, и проблема и кровь указывает, и эта кровь у вас в голове, то есть это повышенное давление, это риски инфарктов, инсультов. Здесь будьте осторожны с этим негативом, до этого недалеко. И последнее, это именно ступня, да, которая идет вперед, там лодыжка, это больше гибкость какая-то, да, то есть она об адаптации ваших тонких миров и физических миров. Но у вас физический мир в голове, в чакре Сахасрара, а тонкий мир в ногах. То есть эти две карты идеально были бы вот так, а они поменены. У меня такое ощущение, что кто-то или что-то, какая-то энергия или причины, или кто-то, да, хочет направить энергию у вас с ног на голову. То есть поставить вашу жизнь с ног на голову, подвергая вас опасностям. Могут быть скачки давления, приливы, в жар, в холод, неменение конечностей, панические атаки, плохое зрение, проблемы с кровью, проблемы с сердцем, проблемы с позвоночником, с иммунитетом, с руками, ногами, с физической и когнитивной активностью. Вот здесь это все есть. И давайте смотреть, если есть энергетика, то как она выглядит, откуда она идет, и что, если есть что-то темное, то какое оно может быть. А вот смотрите, осталась последняя карта. Мы ее сюда и положим, раз она последняя. Хорошо, что, давайте открывать. Что ж это у меня сегодня Феникс? Первое, ловец снов. Вам нужно усиливать свою защиту. Если у вас такой оберег есть, это хорошо. Если нет, приобретите себе ловца снов, посмотрите, как вы будете спать. Если будете лучше спать, задумайтесь о диагностике, о личной. Если есть ловец снов, то хорошо. Дальше, старик. Проблемы у вас могут быть также из-за мужчины, если на вас работает мастер-мужчина, и проблемы могут быть у вас по мужской линии родовой, особенно связанные со спиной, с позвоночником. Дары, они как бы о том, как вы зарабатываете и как вам дается результат. Результат вам дается по-разному, но больше трудно, чем легко. Петух, что-то связано с мужчиной, с мужской силой, с мужской магией, с любовником, с сексуальным партнером. Петух – это карта важная очень, и это заметная, то есть это должно бросаться в глаза, если это есть. Ночь говорит об энергиях тьмы или темных энергиях на уровне горла. Возможно, есть какие-то проблемы, которые приходят к вам по ночам и во снах. То есть вы, скорее всего, очень уязвимы с астральных энергетик. И если есть что-то, это астрал с большей долей вероятности. Или что-то связано с родом, старцем. Дальше здесь есть болезни, это родовые программы, род, и это негатив. Возможно, вы просто болеете с головой, проблемы с головой могут быть, допустим, головные боли и все, что связано, давление, кровяное давление, кровь и так далее. Здесь у нас кровь, а здесь болезнь, да. Поэтому, как минимум, магия ваша, да, она проявляется в заболеваниях, просто в болезненности. Иммунитет же он, видите.
то, что я сказал. Ну и здесь, сейчас я, так, чтобы не видно было, здесь у вас рассорка выпадает, вот, и, возможно, вы или с кем-то ссоритесь, или не можете найти себе партнера, или ссоритесь с родственниками, или поссорились с родственниками, или вас рассорили, то есть здесь еще и рассорка. То есть какой вид магии? Магия на болезнь, рассорку и быстрое старение. Плохой сон, бессонница, кошмары, ну и где-то прибыль вам не очень будет хорошо идти. Причины: конфликты, родовые программы, отношения мужчина и женщина, и мастер, который работает как на материальном уровне, скорее всего, так и на уровне астралов, тонких энергетик, снов, сновидений и высших вибраций. Проблема у вас серьезная, но она такая, она может быть разносторонняя очень, да, и может ли быть здесь задействовано или замешано много человек, или много направлений, источников или причин. Да, и здесь лучше смотреть индивидуально, и самый дискомфортный и кричащий расклад – это расклад номер 3, потому что здесь выпал череп, но каждый из этих раскладов в своем контексте тоже резонирует в своем случае, а какой случай, какой контекст и какой расклад резонирует именно вам, свое мнение напишите в коментарі. Міра вам і вашому міру, бережіть себе, кохайте себе, лишайтесь на зв'язку, все буде добре. Почуємось, побачимось, па-па.